Добрый день. Хочу поделиться своей разработкой автоматизации системы отопления. Исходные данные следующие. Дом 100 квадратных метров. Однако пока отапливается только первый этаж, около 60 квадратных метров. Котел твердотопливный с заявленной мощностью 16 кВт. Буферная емкость 500 литров. Это маловато, но что есть, то есть. По всему первому этажу проложен теплый пол. Массивная стяжка теплого пола – это тоже своего рода теплоаккумулятор. Также есть стальные радиаторы, но оказалось, что и без радиаторов можно обойтись. Вот схема системы отопления. Тут почти все стандартно, как во всех инструкциях и различных видео с YouTube. Есть непринципиальные отличия. Вместо трехходовых регуляторов температуры я использовал насосно-смесительные узлы, просто потому что это оказалось дешевле и сильно упростило сборку системы. Самое главное, о чем я хочу вам рассказать, это система управления отоплением. Система управления состоит из контроллера управления и датчиков температуры. Для изготовления контроллера я использовал в основном то, что было под рукой. Осталось от старых самоделок и нереализованных проектов. Внутри контроллера блок питания 12 вольт, плата с микроконтроллером STM32 и обвязкой. Плата с семисторами и оптронами. Эти платы были предназначены для других целей, но были успешно использованы для данного применения. Монохромный графический ЖК-дисплей подключен по параллельному порту. Корпус для контроллера куплен на Алиэкспрессе примерно за 600 рублей. Датчики температуры DS18B20 в герметичном корпусе с метровым кабелем также были куплены на Алиэкспрессе. Сейчас они там продаются по 930 рублей за 10 штук. Эти датчики работают по однопроводной схеме OneWire. Прелесть этой шины в том, что все датчики можно подключить параллельно. Независимо от количества подключенных датчиков, к контроллеру подходит всего 3 провода. Общий провод, питание и провод данных. У каждого датчика имеется уникальный серийный номер, прошитый на заводе. По этому номеру контроллер и определяет, где какой датчик. Датчик я закрепил на входе и выходе котла, на входах и выходах буферной емкости и 3 датчика внутри буферной емкости на разных уровнях. Один датчик расположил в спальне. Пока так, надо бы коробочку сделать, ну или часами закрыть. Пока руки не дошли повесить датчики в других помещениях и на улице. Датчики оказались удобными, практичными и несложными в монтаже и подключении. Однако измеряемая и максимально допустимая температура таких датчиков не превышает 125 градусов Цельсия. А хотелось бы еще следить за температурой в дымоходе, но там температура побольше. Поэтому для измерения температуры в дымоходе я использовал термопару. На Алиэкспресс купил термопару и модуль преобразователя MAX 6675. Этот модуль измеряет напряжение на термопаре и выдает информацию по интерфейсу SPI. Термопара на Алиэкспрессе сейчас стоит 82 рубля, преобразователь 128 рублей. На дисплее контроллера графически показана схема отопления. Прямоугольник слева – это котел, правее буферная емкость, еще правее коллектор радиаторов и коллектор теплого пола. Между ними показаны трубы. Горячая вода в трубах показана закрашенной. Цифрами показаны температуры в соответствующих местах системы. Уровень нагрева буферной емкости показан закрашиванием. Вот, например, буферная емкость холодная, а здесь наполовину горячая, а теперь вся емкость горячая. Суть управления заключается во включении и выключении насосов в зависимости от температуры на разных датчиках. Включенный насос на дисплее отображается таким символом, типа кавычки. Наверху отображается дата и время. Часы синхронизируются от спутников GPS. Пока эта функция не нужная, просто на плате уже было, но в дальнейшем она позволит сделать регулирование по расписанию. Есть еще интересная функция, которую я заложил в программу, но пока не приходилось использовать. Микроконтроллер каждые 10 секунд запоминает все температуры и состояния насосов. Затем этот массив данных можно переслать в компьютер и посмотреть, что происходило за последние несколько часов.
Но это, наверное, больше интересно тем, кто проектирует котлы и системы отопления. Ну что, температура в помещении понизилась, становится прохладно, плюс 18 градусов. По картинке видим, что буферная емкость холодная, прямоугольник не закрашен. Пора топить. Ой, нет, не так. Кидаем дрова, поджигаем. В лютый мороз я обычно шибер на ночь закрываю. Главное потом не забыть открыть. Поддувало всегда полностью открыто. Никакого тления быть не должно, только яркое горение. По неопытности как-то накидал дров в котел, когда буферная емкость уже почти нагрелась. И начался перетоп. Пришлось закрыть поддувало. Но до такого больше никогда не довожу. Пока котел разгорается, расскажу об алгоритме управления насосами. Насос котла включается, когда температура на выходе котла повышается до 70 градусов. Или когда температура в дымоходе превышает 110 градусов. Выключается при снижении температуры, естественно, с гистерезисом градусов 5. Если температура в помещении ниже заданной, включается насос теплого пола. А если более чем на 1 градус ниже заданной, то включается также насос радиатора. Радиаторы могут быстро нагреть холодное помещение. А если топить регулярно и не охлаждать помещение, то достаточно теплого пола. Если в котле бушует пламя, насос теплого пола включается принудительно, даже если при этом температура в помещении повысится на 1-2 градуса выше заданной. Это почти незаметно, но увеличит общий запас тепла в доме. Такое компромиссное решение из-за того, что буферная емкость маленькая, всего 500 литров. При нагреве буферной емкости более чем на 95 градусов включится принудительно насос радиатора. Но это уже почти аварийный режим. Дрова еще не догорели, а тепло девать некуда. Вот и пусть уходят в радиаторы. Если температура на выходе буферной емкости ниже 40 градусов, то насосы теплого пола и радиаторов включаться не будут. Незачем гонять холодную воду. Вот мы видим, что поднимается температура дымохода, и температура на выходе из котла тоже поднялась. Сейчас должен включиться насос котла. О, включился. Появился значок, кавычки. Насос теплого пола еще не включается, так как на выходе из буферной емкости вода холодная, и подавать холодную воду в коллектор незачем. Сейчас мы видим, что верх буферной емкости начинает нагреваться. Вот теперь включились насосы теплого пола и радиатора. Рассмотрим режимы работы контроллера. Регулировка температуры в помещении. Но тут все просто. Заходим, делаем больше-меньше и выходим. Все запоминается в энергонезависимой памяти. Работа насосов. Каждый насос можно принудительно включить или отключить, или поставить режим авто, что мы и сделаем. Ручной режим актуален, если что-то пойдет не так. Например, отвалятся датчики, или при каких-то проверках, или при ремонте. Конфигурация датчиков. Есть нумерация датчиков по их расположению в системе, а есть серийные номера датчиков, прошитые на заводе. Вот при монтаже системы и нужно определить, где какой датчик. Но это делается один раз после монтажа датчиков. В комнате стало теплее, и насос радиаторов отключился. А насос теплого пола продолжит работать до тех пор, пока горит котел. Нет, не такой котел. Но не котел горит, а дрова в котле. Постепенно закрашивается прямоугольник, обозначающий буферную емкость. Прямоугольник уже почти закрасился. Труба от буферной емкости к котлу нагрелась, значит больше не нужно подбрасывать дрова. Пока догорают остатки, вода в буферной емкости еще немного нагреется. В комнате уже 23 градуса, хотя задано было 22. Как я уже говорил, этот алгоритм из-за маленькой буферной емкости. А при емкости более тонны можно было бы отключить теплый пол, когда помещение нагреется. Дрова догорели, котел остывает. Отключились все насосы. Прошло несколько часов, комната остыла ниже заданной температуры и включился насос теплого пола. Прошло еще некоторое время, насос выключился, так как температура в комнате опять повысилась. И такой цикл будет до тех пор, пока в буферной емкости не останется горячей воды.
Главное, что поддерживается постоянная температура в помещении. Для управления контроллером используется инфракрасный пульт. Уже не помню от чего, валялся ненужный. Возникает вопрос, а зачем пульт? Можно же просто кнопки на корпусе установить. А потому что кнопки занимают порты, стоят денег. Например, 4 кнопки требуют 4 портов микроконтроллера, 6 кнопок 5 портов, 9 кнопок 6 портов и так далее. А еще надо все эти кнопки купить, припаять, просверлить отверстия в корпусе. А для работы пульта нужен всего один порт микроконтроллера и инфракрасный приемник. Вот такой. Или такой. В Чип и Дипе он стоит 30 рублей. Так, с этой автоматикой мы прожили одну зиму. Теперь точно могу сказать, что с ней лучше, чем без нее. Вручную, конечно, можно включать насос котла, но поддерживать температуру в помещении с такой автоматикой гораздо проще. Зимой при температуре минус 15-20 градусов и ниже топить приходится 2 раза в сутки. Но такой мороз в этом году был всего несколько дней. Остальное время топили раз в сутки, обычно вечером. Сейчас весна, и тепла хватает на 2, а то и на 3 суток. В дальнейшем есть идеи по доработке. Добавить датчики температуры во все помещения, вывести датчик температуры на улицу, установить вентилятор наддува, подключить контроллер и придумать алгоритм его работы. Вообще была мысль сделать новый контроллер не из того, что было, а развести плату с нуля. Поставить цветной ЖК-дисплей с подключением по SPI или I2C. Попробую оценить расходы для изготовления контроллера. Печатная плата при изготовлении в резоните один экземпляр обойдется примерно в 4000 рублей, последующие по 1000. Можно попробовать заказать в Китае, возможно дешевле будет. Комплектующие. Микроконтроллер, обвязка, семисторы, оптроны, разъемы и тому подобное 2-3 тысячи рублей. Дисплей 800 рублей, корпус 1000. Блок питания на Алиэкспрессе можно взять за 100 рублей. Преобразователь термопары, сами датчики. В общем, в 10-12 тысяч рублей можно уложиться. Работа по изготовлению. Профессиональный монтажник, думаю, 1000 за 5 взялся бы. Пишите в комментариях отзывы, замечания, предложения. Что можно улучшить, что доделать.